Oggi. Твои первые слова болельщикам. Что сказать? Позор. Не вышли из группы. Ну, я бы сказал, что через уже пройденное все это могу отметить, что все закономерно. Мы заслуживаем того, где мы находимся, не выхода из группы. Это результат наших действий, нашей подготовки. Все закономерно. Позорно выступили. Оправданий нет. Оверпас считался по праву одной из сильных наших карт. 2 оверпаса подряд и 2 поражения. Уверенное начало и такой прискорбный конец. Я скажу, что оверпас, может, и считался нашей сильной картой, но мы над оверпасом не работали. Насколько мы работали вообще над своей игрой, над своими картами, над оверпасу мы уделяли меньше внимания, как раз думая о том, что он у нас достаточно сильный. То есть вы уверенно пикали оверпас, как все видели, но вы думали, что он силен? Мы выбирали из того, что мы можем играть. Оверпас — это для нас карта, одна из самых играбельных, но, как показывает практика, недостаточно. Мы уверены в своем трейне, потому что на этой карте мы сыграли много допов. Мы, как говорится, собаку съели на ней. Мы уже ориентируемся и практически во всех возможных ситуациях, которые складываются на этой карте. Оверпас — немножечко другая история. Мы давно его не изменяли. Мы давно не прогрессировали на этой карте. Мы играем по старым принципам, по старому пониманию того, как ее надо играть. Нам объяснили, что вам нужно тренировать эту карту наравне с остальными. Не могу сказать, что прям был впечатлен игрой соперников, но это тому и подтверждение, что даже если ты не видишь, что соперник играет не в свою лучшую игру, а ты им проигрываешь, делай соответствующие выводы. Ну, 2 таких уверенных начала. Вы просто должны были забирать. Вот 2 уверенных начала. На первой карте против Г2 счет был 12-3 за первую сторону. Ну, при том, что мы даже проиграли 1 эко-раунд. И счет полностью удовлетворительный. И дефенс на оверпассе — это то, что у нас довольно-таки на автоматизме все-таки получается. А тебе вот не кажется, что проблема в атаке? Ну, очевидно, что мы проиграли 2 атаки. Правда, на второй карте у нас начались проблемы за дефенс. Но тут как бы сторона не играла ключевой фактор. Тут сложилось то, что мы не проявили характер в нужный момент. Когда против нас команда, допустим, Immortals на оверпассе, когда они после счета 5-0 взяли первый раунд, следующий раунд он имеет, скажем так, повышенное значение для одной и для второй команды. Если после этого раунда, после того, как взяли бразильцы у нас этот раунд, мы берем следующий, это ломает команду психологически, потому что раунд, который они взяли, он дает им надежду на камбэк, на стрик, на том, чтобы закрепиться экономически и взять инициативу, переломить инициативу. То есть этот раунд играет как бы ключевую роль, следующий после того, как они взяли. Если этот раунд берем мы, как я уже сказал, что все надежды на камбэк их рушатся, потому что у них нет денег, счет автоматически становится там условно 6-1, 7-1, конечно, нельзя так загадывать, но значимость раунда я достаточно четко объясняю. Вот. И такие раунды были и с Г2, такие раунды были и с Immortals, и вот в этих ключевых раундах мы допускали невынужденные ошибки. Как ты считаешь, нужны ли изменения в команде или стоит идти дальше по заданному пути? Возможно, заданный путь и верный, но то, как мы его идем, достаточно очевидно, что нерезультативно. Поэтому нам необходимо взять паузу, поразмыслить, поразмышлять над тем, что можно сделать, что изменить и как добиться успеха. Действительно, нам нужно всем немножечко перезагрузиться, резет всех эмоций и взглянуть на себя со стороны. Для этого нужно немного времени.
Хотел ли бы ты вернуть Зевса в качестве капитана в команду? Я не против играть с Зевсом. Я этого человека знаю 15 лет, наверное. То есть и за свою жизнь я очень много времени провел с ним в команде. Не могу сказать, что мы хорошие друзья, прям близкие друзья, но мы знаем сильные и слабые качества друг друга, это немаловажно. Скажи, есть ли вина тренера, менеджера или организации в этом поражении? Я не знаю, я не берусь судить кого-то, кроме себя. Вот. Но, безусловно, в той или иной степени, косвенно или в прямом смысле, виноват коллектив. Мы не справились, пеняй только на себя. Самый горячий вопрос от комьюнити, который я не буду игнорировать и спрошу прямо. Цитирую. Когда вы кикнете Сизда? Где-то глупый вопрос, на мой взгляд. Это глупый вопрос, но на него придется все-таки ответить. Нет, Все я не хотят буду знать. отвечать на этот вопрос. Ну, просто потому что это, скажем так, решает руководство. Все-таки мы уже переходим на профессиональный уровень в этом спорте. Люди должны смотреть на нас со стороны, и в команде нет вот такого настроения, что кто-то хочет кикнуть Сизда. Как на деле, я не знаю. И последний вопрос. СНГ комьюнити невероятно большое. Каждый день мы получаем сотни комментариев. Они бывают как и хорошими, так и плохими. Некоторые вовсе позволяют себе оскорбления в адрес игроков. Как ты к этому относишься? Вообще, ты читаешь комментарии на Ютубе, в ВК, в Фейсбуке? Людям интересно это знать. И вообще, что ты по этому поводу думаешь? Нет, я не читаю. И не думаю по этому поводу, по большому счету, ничего, потому что все, что люди могут написать в комментариях, я знаю. Это все происходит в моей жизни. Это часть моей жизни. Я играю. Команда — это моя семья вторая. И все, что происходит с командой, как бы мое личное дело, мои переживания. И никто в комментариях не способен в полной мере этого прочувствовать и написать об этом комментарий. А мнение со стороны из серии там «Кикните Сизда», там, да когда там еще что-то, там, ну, я не могу воспринимать это всерьез. Я вижу, что перед глазами мелькают какие-то там комментарии в интернете, в каких-то группах, там, вот, но я не придаю этому ровным счетом никакого значения. Спасибо за интервью. Я желаю тебе отдохнуть, хорошо все переосмыслить и вернуться осенью с новыми силами. И мы за вас болеем всегда.